По-моему. Да, конечно. И не то не могла спать. И сразу же другое. Но это совсем другое. И я закончу его. На этот раз вы увидите, вы узнаете. На этот раз я веду. Получилось. О, больно.
желание. Говорят, что это у меня в голове. Неправда! Открываю. И закрываю. Открываю другой. Вот так. По желанию. Это моя жизнь. Этим я живу. Да. Именно так. Что я открываю? Говорят, она ничего не открывает. Ей нечего открывать. Это все у нее в голове. Они не понимают меня. Они не понимают, что я делаю. Они не понимают, что у меня есть. И говорят, она ничего не открывает. Ей нечего открывать. Это все у нее в голове. Я больше не возражаю. Я больше не говорю. Ничего нет в моей голове. Я больше не отвечаю. Я открываю и закрываю. Огни из земли, остров и небо.
Они не понимают меня. Они не понимают, что такое моя жизнь. Они не понимают, чем я живу. И говорят, это не ее жизнь. Она не этим живет. Я жила этим. Довольно долго. Достаточно долго. Слушайте! Во всю силу! В полную силу! Из одного мира в другой. Словно они тянут друг друга. Говорят, это она. Это ее голос. Это у нее в голове. Быстрее, несется, поднимает глаза, погружается в никуда. Остров куда-то, куда угодно, в никуда. Огни. Не похоже. Я ответила. А это? Это тоже мое? Но больше они не отвечают. Они ничего не говорят. Перестали. Хорошо. Боюсь открыть. Но должна. Поэтому открываю. Так, Лобань.
руки раскинуты. Тоже старое пальто. Лицом в днище. Он цепляется. Остров. За кормой. Далеко за кормой. Вперед. Открытое море. Нет земли. Его голова. Что в его голове? Обран. Давай! Ну давай! Наконец. Не приходить. Не уходить. Искать. Повсюду. Всегда повсюду. Мы там. Рядом. Обран. Держаться. Не отпускать. Огни исчезли. Слишком далеко. Слишком поздно. На небе он бы увидел. Сверкнули бы ему. Но нет. Он цепляется. Обран. Он изменился. Довольно-таки. Не сдаваться! Больше никаких рассказов, никаких слов. На этот раз то самое. Обран. На этот раз мы там. Мы там. Мы рядом. Слава Богу! Слава Богу!
Да. Странно. Темнота лучше всего. А чем темнее, тем хуже. Потом все в темноте. И все хорошо. Какое-то время. Но он придет. Это время придет. Он здесь. Вы увидите. Перестаньте! Уберите! Все в темноте. Все тихо. Все прошло. Уничтожено. Да. Возможно. Помутнение. Наверное, подумают. Несчастная. Помутнение. Просто помутнение. Разум. Просто помутнение. Но вряд ли. Вряд ли. Конечно, нет. Мне хорошо. Просто хорошо. Стараюсь. Все, что могу. Да. Покой. Подразумевая. Все исчезло. Все муки, как будто бы никогда не было. Он придет. Простите. Бессмысленно. Я-то знаю. Тем не менее. Он подразумевает покой. Я имею в виду, не просто все прошло, а будто бы никогда не было. Видела ее живьем, в полный рост, и поняла, почему он выбрал меня. Мы недолго пробыли вместе, когда она почуяла неладное. «Брось эту шлюху!» — кричала она. «Или я перережу тебе горло!» Простите. Да поможет мне Бог. Я знал, что доказательств у нее нет, поэтому сказал ей, что не понимаю, о чем идет речь. «О чем идет речь?» — сказала я, продолжая шить. «Кто это ваш? Кого бросить?» «Я чую в нем твой дух!» — закричала она. «О
От него несет самкой. Хотя несколько месяцев за ним следил первоклассный сыщик, никаких доказательств не было. Он по-прежнему оставался примерным семьянином, как и всегда. Все это и его неприятие обычных платонических отношений наводили иногда меня на мысль о том, что мои обвинения несправедливы. Вот. «Чего тебе не хватает?» – спросил я. «Разве я не внимателен к тебе? Можно ли представить, что при наших теперешних отношениях существует кто-то другой? Я любил ее всей душой и не мог не жалеть ее». Ведь Когда я опять увиделся с ней, она все поняла. Она выглядела такой, простите, несчастной. Какой-то болван лихорадочно стриг траву. Трудность заключалась в том, как убедить ее, что установление отношений не подразумевает интимной близости. Я знал, что это невозможно. Поэтому я обнял ее и сказал, что не могу жить без нее. Так оно и было. Единственное, что оставалось, это уехать куда-нибудь вместе. Он дал слово, что мы уедем, как только он закончит свои дела. А пока все должно было оставаться как прежде. Он имел в виду как в лучшие времена. И вот, он опять мой. Весь, целиком. Я снова была счастлива. Я пела. Весь мир. Дома мира согласия, новая жизнь, с прошлым покончена. Я тут встретилась только с твоей бывшей Галей, сказала она однажды ночью. Ты еще дешево отделался. Подешевле, подумал я. Да, действительно, дорогая, ответил я. Конечно. Ну и кровососы эти бабы. Спасибо тебе, дорогая, сказал я. Не успела я и глазом моргнуть, как он исчез. Потом я опять почуяла ее дух. Вот. Когда он перестал приходить, я уже была к этому готова. Более или менее. Все стало крутиться кругом. Просто не мог больше. Убитая горем, я неделями не выходила из дома. Потом поехала к ней. Все было закрыто на засов и заколочено. На всем лежал иней. На обратном пути Я уже просто не мог больше.
Я собрала в кучу его вещи и сожгла их. Стоял ноябрь, и костер прекрасно горел. Всю ночь пахло гарью. Отвратительный полумрак. Вряд ли. Это на вас не похоже. И вы должны знать, что я делаю все, что в моих силах. Вы знаете об этом? Может быть, они подружились. Может быть, горе. Простите. Простите. Наверное, надо что-то сказать. Как прекрасно работает сознание. Может быть, горе сблизило их. Несомненно. Я делаю ту же ошибку, что и тогда, когда светило солнце. Я ищу смысл там, где его нет. Может, помимо того, что я говорю, мне нужно что-то изображать лицом, плакать. Интересно, говорят ли они обо мне? Теперь ведь можно. Опасность миновала. Несчастная. Я будто слышу ее голос. Несчастная. Встречаются, пьют вместе зеленый чай, который они так любили. Без молока и сахара. Даже без лимона. Вы слышите меня? Кто-нибудь меня слышит? Кто-нибудь видит меня? И вообще, есть ли дело до меня кому-нибудь? Даже без ломтика. Откусить себе язык и проглотить? Выплюнуть его? Так вам больше нравится. Но честное слово, сознание еще работает. Лично я всегда предпочитал индийский. Это несчастная, которая пыталась тебя увести. Что же с ней стало? Как вы считаете? Несчастная. Я будто слышу ее голос. Несчастная. Разума. Просто помутнение. Вряд ли. Нас плохо воспитали. Жажду темноты. А чем темнее, тем хуже. Странно. Мечты. В те времена. А теперь Вряд ли. С самого начала все исчезало в пустоте.
никаких не задавали. И сейчас меня никто ни о чем не спрашивает. Все равно мне их жаль. Да, как бы счастливо их судьба не сложилась. По сравнению с моей. Да. Возможно. Да, темнота лучше всего. Да, покой А чем темнее, подразумевает. тем хуже. Потом Все исчезло. все исчезает Просто пустоте. помутнение. И всего Темнота Разума. как будто бы Да. Помутнение. никогда не было. Все Он придет. исчезает, темнота Простите. сошла с ума. И вопросов Помутнение. Я-то знаю. никаких не Помутнение. задавали. Мужчина. И сейчас Разума. А нужно ли меня видеть?